Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, посвященному нумерологии, психологии, эзотерике в том числе. Сегодня мы будем с вами разбирать анализ совместимости по числу судьбы. Вы уже знаете, как рассчитывать число судьбы, и если вы хотите составить прогноз совместимости со своим избранником, либо избранницей, либо просто с любым человеком, с которым предполагаете вступить там в общение, то вы можете рассчитать число его судьбы, и для этого вам понадобится знать только его дату рождения. И после этого вы сможете выяснить, чего ожидать от таких отношений, и можете сделать все, что от вас будет зависеть, чтобы они сложились как можно благоприятнее. Итак, начнем наш анализ. Возьмем две случайные даты. Например, 14 июля 1900, пусть будет 73 год. И наш избранник, либо наша избранница, да, так поставим крестик, как знак скрещения, что ли, можно сказать. И возьмем дату, например, пусть будет 23 сентября 1991 год. У нас будет довольно молодой избранник, либо избранница. И посчитаем все числа в данной дате, в этой и в этой. Суммарно у нас все получается здесь число 5, а здесь число 7. Если вы не знаете, как просчитать число судьбы, на моем канале есть множество видео, посвященных этой теме. У нас получилось два числа 5 и 7. Нарисуем вот такую, скажем, сердечку. И давайте будем давать характеристики того или иного числа, которое у нас получилось. Итак, если же у нас число 1, да, и мы хотим его узнать, с кем будет совместимость, да, то союз числа 1 с единицей может быть очень удачным, если оба признают равноправие друг с другом, и никто из вас не будет претендовать на власть. Уважайте друг друга, выработайте привычку во всем советоваться и не навязывать другому свои решения. Это касается числа судьбы 1. Если же двойка вышла, то этот союз благоприятен при условии, что вы возьмете на себя лидерские функции, а ваш партнер согласится на роль ведомого. Решение придется принимать вам, но мнение партнера обязательно нужно учитывать. Только тогда союз будет верным, а также ваш партнер будет другом и помощником. Число 3. Союз будет гармоничный, бесконфликтный, и если вы с пониманием отнесетесь к желанию своего партнера, больше взаимодействовать нужно с ним, а также с внешним миром, расширять круг общения, и нужно позволять ему внести разнообразие в вашу жизнь. Так, число 4. Если же получилось число 4, то вам подойдет, если вы цените надежность и постоянство. Но руководящая сила в этом союзе будете вы. Проявляйте инициативу, принимайте решения, и если партнер поддержит вас, то ваши совместные планы будут блестяще осуществлены. Число 5. Благоприятен лишь при условии, что вы не будете диктовать свои правила. Ничего не требуйте, а только предлагайте и всегда ищите то, чем можно заинтересовать своего партнера. Не подавляйте его стремление к самовыражению и свободе. Число 6. Так, здесь
Есть возможность постоянно жить в атмосфере заботы, уюта, душевного тепла, но при условии, что вы не будете давить на партнера и не будете ему навязывать своих требований. Он откликнется только на любовь и нежность. Число 7. Данный союз может быть гармоничным, если вы оцените глубину натуры вашего партнера и спокойно отнесетесь к его потребности в уединении. Общаться нужно спокойно, мягко, взвешивая каждое слово. Не нужно давить на своего партнера. Приказного тона нужно избегать любой ценой. Число 8. Данный союз благоприятен, если вы стремитесь к успеху и процветанию. Если вы поладите, то поможете в этом друг другу, но необходимы масштабные общие цели и задачи. Причем, чтобы их достичь, вы должны быть честными и искренними по отношению друг к другу. Число 9. Будет удачен лишь при условии, что вы возьмете инициативу в свои руки, а ваш партнер вас будет во всем слушаться и поддерживать. Если поддержки с его стороны нет, то отношения вряд ли будут возможны, поскольку вы не должны ради них жертвовать своими интересами. Если получилось число 11, то данный союз может быть благоприятен, если вы смиритесь с тем, что здесь что вы не сможете проявить свои лидерские качества и необходимо взаимодействовать на равных. Но имейте в виду, что вам предстоит многому учиться и преодолевать свои слабости и недостатки. Если получилось число 22, то вам удастся получить хороший гармоничный союз, если вы оба откажетесь от стремления главенствовать. Да, сильные личности, вы можете гармонично взаимодействовать, но если вы объединяете общие идеи и масштабные цели. Итак, если ваше число судьбы 2, то ваш союз с единицей будет длительным и прочным, если вы согласны на вторые роли. Ваш партнер – лидер, и если вы готовы разделить его стремления, цели, решения и планы, то сможете взаимодействовать бесконфликтно и чувствовать себя на своем месте. Взаимодействие с двойкой. Очень мирный, ровный, бесконфликтный и основанный на умении уступать и договариваться союз. Если вы не будете бороться за власть и сможете поровну разделять все обязанности, больших успехов быть не может, но будет тихое и мирное счастье. Число 3. Союз может стать счастливым, если вы не будете ревновать своего партнера к друзьям, родственникам, знакомым. Лучше постарайтесь войти в его круг общения, чтобы в окружении стало и вашим. Союз с числом 4. Очень благоприятен, потому что вы способны понимать друг друга, заботиться друг о друге, договариваться и сотрудничать как никто другой. Вы оба любите делать все неспешно и обстоятельно, а значит, найдете взаимопонимание. Число 5. Союз станет успешным, если вы не будете пытаться переделать вашего партнера, потому что постоянно нужны новые впечатления. Вы не сможете разделять все его интересы, но хотя бы смиритесь с тем, что они у него постоянно меняются. Число 6. Удачен в том случае, если вы позволяете своему партнеру принимать решения и проявлять инициативу. Вы оба склонны к взаимопониманию и сотрудничеству, но первая ведущая скрипка – это ваш партнер. Союз с числом 7. Будет удачным, если вы готовы понимать своего партнера с полуслова, проявлять терпение и поддерживать его, когда он находится в плохом настроении. Вы способны быть чутким и тактичным, а потому перспективы у этих отношений будут очень хорошие. Число 8.
Пожалуй, лучшей пары не найти, если для вас важно материальное благополучие. Вместе вы будете процветать, но только при условии, если станете помощником своему партнеру и во всем будете его поддерживать и ценить. Число 9. Союз может принести очень хорошие плоды, так как творческая натура вашего партнера хорошо дополняется вашей практичностью и здравомыслием. Вы можете много дать друг другу, и ваша совместная жизнь будет яркой и очень интересной. Число 11. Союз может принести вам счастье, потому что вы оба стремитесь к гармонии, а также способны к взаимопониманию и душевной близости. Но вы должны разделять творческие устремления своего партнера, стать его соратником и помощником. Число 22. Это довольно замечательный тандем двух творцов и созидателей, но при условии, что ваши идеи и замыслы будут близки друг с другом, и вы можете следовать со своими идеями как за лидером. Вашего душевного тепла и понимания хватит абсолютно на вас обоих, на двоих. Итак, если ваше число судьбы 3. Союз с числом 1 может быть очень счастливым и перспективным, если вы признаете лидерство партнера, но не будете пассивно следовать за ним, а проявите активность в реализации совместных планов, подключая к нему свою творческую энергию. Число 2 говорит о том, что союз будет спокойным, мирным, бесконфликтным. Возможно, с этим партнером вам придется смириться и смирить свою беспокойную натуру. Но если вы не будете возражать, вы сможете внести в его жизнь новые краски, сделать ее ярче и разнообразнее. Итак, 3. Вы можете обеспечить себе целое море сильных чувств. Здесь не исключена любовь с первого взгляда. Вы даже можете без слов понимать друг друга. И у вас очень много общего в привычках, в образе жизни, и вы способны хорошо поладить друг с другом. Число 4. Ваш союз может вас привлечь в том случае, если вы уже устали от слишком бурной жизни и хотите стабильности, покоя и надежности. Но учтите, что вы можете очень быстро заскучать. К тому же с таким серьезным партнером будет крайне легко. Союз с числом 5 обеспечит вам обилие впечатлений и приключений. Скучать не придется, но вам поневоле нужно будет подстраиваться под своего партнера, который постоянно предпринимает что-то новое. Вы станете активны, и если это может вам пойти на пользу. Число 6. Очень счастливый и гармоничный союз, ведь вы прекрасно дополняете друг друга. Ваше стремление к самовыражению найдет понимание и одобрение со стороны партнера, но при этом он может помочь направить вашу энергию в самое благоприятное русло. Число 7. Союз может стать плодотворным в творческом отношении. Вы вдохновляете и дополняете друг друга, но ваш живой темперамент может вступить в противоречие со скрытностью и самоуглубленностью партнера. Такой партнер вряд ли разделит вашу радость к жизни. 8. Союз принесет вам благополучие и финансовую независимость, стабильность, но только при условии, что вы не станете претендовать на лидерство и согласитесь на роль соратника и помощника, который полностью разделяет взгляды и устремления своего партнера. Число 9. Союз будет удачным, если вы полностью доверитесь партнеру, будете следовать всем его советам, соглашаться с его планами, решениями. В этом случае вы почувствуете себя как за каменной стеной, но остерегайтесь проявлять свое легкомыслие. 11.
Союз станет успешным, если вы будете во всем поддерживать своего партнера, разделять его интересы, с воодушевлением понимать его идеи и помогать в их реализации. Ваша общительность и творческое воображение помогут вам в этом. 22. Здесь, скорее всего, будет союз деловой, чем личный. То есть масштаб личности этого человека требует грандиозных свершений. Вы можете стать его помощником, соратником, но вам потребуется отдых от таких отношений, так как партнер у вас будет очень серьезный и требовательный. Итак, с кем у нас будет взаимодействовать четверка? Если четверка взаимодействует с единицей, союз будет удачный только в том случае, если вы предоставите партнеру право проявлять инициативу, выдвигать идеи и принимать решения, а себе оставите роль исполнителя, который решает чисто практические задачи, что вам придется лучше всего по душе. 2. Беспроблемный и мирный, спокойный союз. Вы способны уважать и понимать друг друга, делить все обязанности поровну и не спорить с тем, кто главный в отношениях, не выяснять отношения. И также в редком союзе есть такое взаимопонимание и умение ценить друг друга, как в данном. 3. Вас устраивает то, что вы спокойно отнесетесь к желанию вашего партнера быть на виду и играть главные роли. Он может внести в вашу жизнь новые впечатления и разнообразие, но для этого инициативу придется отдать в его руки. 4. Такой союз будет стабильный и надежный, но склонен к некоторому застою, рутине и однообразию. И если вы вместе работаете, то можете достичь небывалого успеха благодаря своему упорству и трудолюбию. В личных отношениях это будет, скорее всего, дружба. 5. Возможен союз, если вы согласны пройти через довольно сложный период взаимных притирок. Ваша серьезность и обязательность может вступить в противоречие с свободолюбивой натурой вашего партнера и стремления к переменам. Союз с числом 6. Очень благоприятен, ведь вы способны окружить друг друга заботой и вниманием, но вам требуются общие цели и интересы, чтобы вы могли делать все вместе, поддерживать друг друга. Обеспечен уют в доме и благополучие семьи. Союз с числом 7. Идеальное сочетание мыслителя и практика. Главное для вас – разделять идеи партнера и делать все возможное для претворения их в жизнь. Но вот буйства чувств здесь не будет. Отношения будут скорее сдержанные, деловые, ближе, наверное, к дружеским. Число 8. Здесь будет он скорее удачен в деловых и семейных отношениях. То есть вместе вы можете и с успехом трудиться, и с удовольствием отдыхать и радоваться жизни. Но очень важно быть внимательными и чуткими друг к другу, уметь слушать, слышать и понимать друг друга. 9. Союз будет перспективным, если вы сможете разделить все идеи и планы вашего партнера. Он идеален избирательским умом, а вы практик, способный найти его идеям реальное применение. Но разница мировоззрений может разлучить вас. 11. Может быть успешен, по многом вы похожи, но лидерство здесь все-таки нужно отдать партнеру. Если вы сможете стать его другом и единомышленником, то вы поможете в реализации его планов, отношения сложатся очень хорошо. 22. Не самый простой союз, потому что для партнера на первом месте интересы дела, либо его собственные проблемы, но вы можете понять его как никто другой, а значит именно ваша помощь будет действительно действенной. Если ваше число судьбы 5, да, то взаимодействие с единицей у вас будет ярким,
полным чувств. Ведь этот партнер очень притягателен для вас и привлекательный. Но вам придется согласиться на вторые роли, потому что перед вами прирожденный лидер. Не соперничайте с ним, а лучше найдите общие интересы. Взаимодействие с двойкой. Достаточно сложен, потому что вы стремитесь к независимости и новым впечатлениям, а партнер склонен быть пассивным и зависимым, чем может вас раздражать. Постарайтесь оценить по достоинству его мягкость, нежность и уступчивость. Союз с числом 3. Благоприятен для вас обоих. Это будут яркие чувства и новые впечатления. Они вам обеспечены. Вы найдете общий язык во всем. Скорее всего, партнер будет откликаться на ваши инициативы, и вместе вы придете к успеху во всем, чего захотите. Взаимодействие с четверкой может предоставлять собой единство противоположностей, но без борьбы тоже не обойтись. Вам придется мириться с осторожностью и консервативностью партнера, с вашей эмоциональностью и непостоянством. Ему придется мириться. С пятеркой будет встреча двух страстных и свободолюбивых натур. Вокруг вас даже будет воздух искриться, и неизбежны вспышки ревности, ссоры, перемежающиеся бурными проявлениями любви. Жить вместе будет трудно, но вы будете периодически отдаляться. 6. Союз может быть очень благоприятным для вас, ведь партнер способен создать атмосферу любви, доброжелательности и поддержки. Он сможет все понять и простить, но постарайтесь не раздражать его частыми перепадами своего настроения. Число 7. Такой союз может быть построен на основе общего стремления к познанию и самопознанию. Ваша открытость и эмоциональность может вступить в противоречие со сдержанностью и скрытостью вашего партнера. Впрочем, вы способны понять такого человека и без слов. 8. Такой союз поможет вам стать более практичным, рассудительным и взвешенным. Но при этом партнер не будет препятствовать вашей тяге к новизне и смене впечатлений. Отношения следует строить на равных, без чего-либо доминирования. 9. Такой союз способен много чего дать вам обоим, ведь это прекрасное сочетание интуиции и разума, любознательности и творческого духа. Вы позволяете проявиться лучшим качеством друг друга. Вам никогда не будет скучно вместе. 11. Не самый простой союз, но вы можете очень быстро заскучать с этим сильным и целеустремленным человеком. В паре с ним не хватает скорее разнообразия и силы чувства. Но если вы разделяете его идеи, то у вас будет возможно только творческое сотрудничество. 22. Здесь скорее деловой союз, но при условии, что вы не будете претендовать на равноправные отношения, а согласитесь на второстепенные роли. В личных отношениях вам будет не доставлять свободы, искорки и, возможно, просто быть самим собой. Итак, число судьбы, если 6, и ваше будет взаимодействие с единицей, то такой союз будет очень хорошим, если вы добровольно отдадите партнеру лидерство в принятии новых каких-то решений и выполнении задач. Пусть он проявляет инициативу и выдвигает свои идеи. Вы же обеспечите семье надежный тыл, наполнив дом уютом и теплом. Взаимодействие с двойкой принесет вам чувство надежности, защиты и стабильности. Отношения могут быть очень долгими, теплыми, основанными на уважении и заботе друг о друге. Но только не замыкайтесь в кругу семьи, расширяйте свой круг общения, ищите новые знакомства и связи.
Число 3 будет говорить о том, что, безусловно, такой союз будет основан на любви, взаимопонимании, нежной привязанности друг к другу. Вы во всем найдете согласие и построите счастливую жизнь для вас обоих. Обычно эти отношения длительные, серьезные и самые важные в жизни. Взаимодействие с 4. Это будет особенно благоприятно, если у вас общие интересы, и вы вместе работаете или занимаетесь творчеством. На этой почве может развиться теплое чувство и потребность заботиться друг о друге. Вместе вы сможете достичь очень многого. 5. Союз может потребовать от вас терпения, так как вы цените порядок и гармонию, а партнер может быть склонен к хаосу. Но ваша мудрость и спокойствие в сочетании с его интуицией и творчеством будет залогом хороших, глубоких, настоящих отношений. Взаимодействие с числом 6 – это взаимоотношения родственных душ, которые одинаково преданы дому и семье, заботятся друг о друге и ценят атмосферу душевного тепла. С годами вы можете стать очень солидной, почтенной и уважаемой в обществе парой. Взаимодействие с 7. Такой союз будет достаточно непрост, так как ваша сердечность и доброта могут вступить в противоречие с холодной отстраненностью партнера. Но если вы очень хотите быть вместе, то можете попробовать растопить лед, пойдя на какие-то взаимные уступки. 8. Союз будет удачный, если вы поручите партнеру заботиться о материальном благополучии семьи, а сами будете создавать атмосферу уюта, тепла, комфорта, душевного равновесия. Больше уважайте и уделяйте внимание чувствам своего партнера, и не только деньгам и быту. Союз с 9 будет очень благоприятен, и в нем по всей вероятности будут любовь и взаимопонимание. Поддерживайте друг друга, восхищайтесь друг другом, проявляйте больше любви, и вы оба расцветете в этих отношениях, проявляя себя с самой лучшей стороны. Взаимодействие с числом 11 может быть очень удачен и перспективен, если у вас общие цели и интересы. Вы хотите построить надежные, стабильные и длительные отношения, основанные на взаимопонимании, взаимопомощи и уважении друг к другу. 22. Союз будет очень плодотворный в плане общих достижений, творчества, самовыражения. Вы можете помогать друг другу и дополнять друг друга, но постарайтесь отдавать приоритет партнеру в том, что касается постановки целей и поиска идей. Так, если число судьбы 7, и ваше будет взаимодействие с другими числами, с единицей, то такой союз может быть гармоничен, если партнер уважает и разделяет ваши цели и стремления. Вместе вы сможете реализовать их на практике, но если партнер претендует на однозначное лидерство и не слушает вас, то союз будет у вас крайне неудачным. 2. Это мирный и спокойный союз без особых взаимных претензий. Вы способны очень хорошо понимать друг друга и не нуждаетесь во внешнем проявлении эмоций. Вы можете просто молчать вместе, и вам уже будет хорошо. 3. Внесет в вашу жизнь веселье и разнообразие, но весь вопрос в том, насколько вы нуждаетесь в этом. Возможно, вам захочется больше основательности и глубины в отношениях. В любом случае, не пытайтесь переделывать своего партнера. 4. Скорее всего, это будет тоже деловой союз, и партнер может подхватить ваши идеи и реализовать их на практике, а поэтому вместе вы можете добиться очень многого. Стабильность и спокойность, взаимное уважение друг с друга – это будет то, что очень отличает ваши отношения. Взаимодействие с 5 потребует от вас выдержки и терпения, потому что партнер может вести себя крайне непредсказуемо.
Но между вами будет немало общего, и вы сможете наладить неплохие отношения, если будете снисходительны и научитесь прощать его ошибки. Число 6 будет довольно сложен, так как вы говорите на разных языках. Вам непонятны эмоции партнера, а он не понимает вашей логики. К тому же вы не всегда сможете удовлетворить его потребность в общении и в сексе. Ссоры и размолвки будут у вас неизбежны. Взаимодействие с семеркой будет творческим союзом, но будет больше деловой, но не семейный. Вы можете внести долгие философские беседы, вместе писать книги, заниматься творчеством, разрабатывать какие-то новые идеи, теории, допустим. Но для романтических отношений вам будет не хватать искорки, эмоциональности и открытости. 8. Отличный профессиональный тандем, способным прийти к большому успеху в работе, который принесет немалые деньги. Ваша мудрость и логика плюс организаторский талант вашего партнера будут творить поистине чудеса. Но здесь любовь вряд ли будет возможна. 9. Отношения, основанные на родстве душ, сходстве темпераментов и интересов. Скорее всего, вы очень нравитесь друг другу, и у вас есть все необходимое для счастья. Это взаимопонимание, терпение, уважение друг к другу. Взаимодействие с числом 11 вам поможет отличиться взаимопониманием, душевным теплом, спокойствием, добрыми отношениями. Минус в том, что вы оба идеалисты и не всегда сможете воплотить мечту в жизнь. Но вы можете помочь друг другу стать более практичными. Взаимодействие с 22. Союз будет очень продуктивен в деловом плане. Вы можете помогать своему партнеру генерировать новые идеи и осуществлять их в жизнь. Но, опять же, руководящую должность нужно предоставить ему. Для личных отношений вам будет не хватать нежности и тепла. Итак, взаимодействие 8 с единицей будет говорить нам о том, что союз может быть очень успешный в финансовом плане, если только вы найдете общий язык и не будете бороться за власть. Постарайтесь научиться уступать друг другу и иногда уступать в тень, хотя бы для того, чтобы стать более гармоничной парой, но это будет очень трудно. Союз с числом 2 принесет вам удачу и счастье, только если вы будете уважать своего партнера и прислушиваться к его мнению. Он уступчив, умеет доверять, и если уж поверит вам, то пойдет за вами хоть на край света без оглядки. Но не забывайте считаться и с его интересами тоже. Взаимодействие с 3 будет благоприятен, если у вас общие идеи и устремления. Ваша деловая хватка очень хорошо сочетается с общительностью и артистизмом партнера. Вы прекрасно дополняете друг друга и, возможно, отличный деловой тандем и крепкая семья. Взаимодействие с 4 вам будет подходить особая способность понимать друг друга без слов. Вы очень похожи и чувствуете друг друга как никто. Вы можете руководить, но только мудро и без нажима. Тогда партнер поддержит вас и будет помогать абсолютно во всем. Взаимодействие с числом 5. Союз может стать благоприятным, если вы не будете слишком навязывать партнеру свои взгляды и свою волю. Скорее всего, он будет возражать и сопротивляться. В любом случае, эти отношения потребуют от вас и от него очень большой работы над собой. Взаимодействие с числом 6 принесет удачу. Ваша энергия и целеустремленность в сочетании со спокойствием вашего партнера, добротой и душевностью могут принести очень хорошие плоды как в работе, так и в семейной жизни. Но научитесь понимать и ценить чувства своего партнера. Взаимодействие с числом 7. Такой союз будет полон проблем, так как вы стремитесь к новым ощущениям, новым целям. А ваш партнер хотел бы оставить все как есть.
только бы ему не мешало думать и размышлять. Но если интересы его и его идеи вы сможете найти общий язык, то все же, скорее всего, это будет деловой союз. 8. Это отношение двух сильных, ярких и предприимчивых людей, которые могут вместе сделать свою жизнь очень успешной и насыщенной, если только не начнут враждовать и бороться за власть. Научитесь договариваться и уступать друг другу. Союз с числом 9 может быть очень успешным, если вы оцените по достоинству вдумчивость и изобретательность партнера. Будете прислушиваться к его мнению, вместе обсуждать все его планы и решения. Откажетесь от излишней напористости. 11. Союз может принести просто потрясающие плоды, если вы сможете приложить всю свою энергию к реализации его идей. Но от лидерства в этих отношениях вам обоим придется отказаться. Вам придется очень долго учиться уступкам и компромиссам. Союз с числом 22. Такой союз способен внести вас на вершины славы и успеха. Вместе вам под силу осуществить самые грандиозные проекты и прийти к материальному процветанию. Личные отношения скорее будут тихие, спокойные и без лишних страстей. Число судьбы 9 и союз с числом 1. Это будет удачным союзом, если вы предоставите роль лидера своему партнеру. Но это не означает, что вы должны слепо идти за ним. Вы можете и вдохновить его, и творчески подходить к реализации его идей. Но вам не будет скучно друг с другом. Взаимодействие с двойкой. Мирный, основанный на взаимопонимании и сотрудничестве союз. Партнер поддержит ваши идеи, замыслы и начинания. Вам тоже будет нетрудно учитывать его мнение и пожелания. Вы оба получите удовольствие от этих отношений. Взаимодействие с числом 3 может сложиться, если вы научитесь идти на уступки и не будете ссориться из-за того, что партнеру хочется общаться и блистать в компании друзей, когда вас тянет просто побыть в тишине. Очень разные характеры, но компромисс возможен. Взаимодействие с числом 4 может стать очень гармоничным, если партнер разделяет ваши идеи и убеждения и готов помочь в реализации их на практике. Но ваша мечтательность может вступить в противоречие с его практицизмом. Можно сказать, с практичностью даже. Союз с числом 5 гарантирует вам прекрасные отношения, полной любви и взаимопонимания. Ваша совместная жизнь будет яркой, насыщенной событиями и впечатлениями, к которой вы оба стремитесь. Есть шансы надолго остаться вместе и построить прочный долговременный союз. Число 6 даст вам чувство надежности, стабильности и уверенности. Вы можете ожидать от партнера поддержки и взаимопонимания и ответите ему тем же. Отношения будут искренними и теплыми. Все проблемы разрешаются мирным путем. Взаимодействие с числом 7 может принести вам много счастья, ведь с этим человеком вы способны понять друг друга. И у вас наверняка масса общих интересов, привычек и желаний. Вы будете во всем поддерживать и вдохновлять друг друга. 8. Союз будет удачным, если вас не отпугнут деловитость и практицизм партнера, а он с интересом воспримет ваши идеи и желания. В таком случае ваш ум и изобретательность принесут вашей паре немалые деньги, а союз станет устойчивым. Взаимодействие с числом 9 может быть просто прекрасным, потому что вам обоим доступны очень глубокие и сильные чувства. К тому же вы оба наделены философским складом ума, а потому общение между собой доставляет вам огромное удовольствие. 11 может стать прекрасно и просто идеальным, если вы способны стать единомышленником для партнера и поддерживать все его начинания. Ваши творческие начала и изобретательность придадут яркость и блеск этому союзу. 22.
Возможен союз, если вы готовы быть помощником, соратником и не будете претендовать на лидерство. Партнер оценит по достоинству ваш интеллект и творческую натуру, а вас воодушевит грандиозность его замыслов. Если ваше число судьбы 11, то ваш союз с единицей будет довольно сложным, потому что партнер будет претендовать на лидерство, с чем вы вряд ли смиритесь. Но вы сможете построить отношения на равных, если партнера заинтересуют ваши идеи, мысли и убеждения, и он будет разделять их с вами. Взаимодействие с двойкой может быть гармоничным, ведь ваш партнер нацелен на сотрудничество и способен на уступки. Вы можете смело брать на себя лидерские функции, но постарайтесь все же учитывать и его интересы и не слишком давить на него. Тройка. Внесет в вашу жизнь легкость и разнообразие, но вам может захотеться большей глубины чувств и взаимопонимания. Если ваш партнер разделит ваши цели и интересы, его общительность и артистизм помогут вашему общему успеху. Четверка. Может быть удачным союзом лишь при условии, что партнер хорошо понимает вас и разделяет ваши интересы. В таком случае он придаст устойчивость вашим отношениям, но движущейся силой все равно останетесь вы. Взаимодействие с числом 5. Такой союз возможен в том случае, если в его основе лежит творческое взаимодействие. Партнер способен придать живости и блеска вашим идеям, реализовать их необычным способом, но от него следует ждать и сюрпризов, и не всегда они будут приятные. Взаимодействие с шестеркой может принести вам счастье, ведь партнер способен обеспечить вам надежный тыл. Наполните вашу жизнь теплотой и заботой, но не забывайте, что он тоже нуждается в заботе и понимании. Постарайтесь найти общие цели и желания. Взаимодействие с семеркой. Он будет достаточно комфортным, ведь вы способны очень хорошо понять друг друга. Вы можете быть искренними друг с другом, вместе мечтать и строить планы, но важно не видать в облаках, а постараться твердо стоять на земле. Взаимодействие с восьмеркой поможет вам реализовать все ваши планы и замыслы, и еще получить в результате хорошее материальное вознаграждение. Но между вами возможна борьба за власть, в которой никто из вас не готов будет уступать. Постарайтесь искать компромиссы. Взаимодействие с девяткой может сложиться просто прекрасно, ведь вы оба настроены на одну волну, любите во всем доходить до самой сути и способны на глубину и силу чувств. Скорее всего, вам будет комфортно вместе, но только при условии схожести интересов. Взаимодействие с числом 11 может представлять собой огромную и просто потрясающую силу, если вы единомышленники и стремитесь к общей цели. Вы можете преуспеть в творчестве, науке, бизнесе. Но все же, если ваши цели разные, то кроме борьбы и разногласий у вас ничего не выйдет. Взаимодействие с числом 22. Это отношение двух крупных фигур, лидеров, но один склонен к духовной сфере, а другой к материальной. Это проект, скорее всего, двух людей, которые будут бороться за власть. Но это также может быть стать и идеальным сочетанием для осуществления крупных проектов, но только если они не будут бороться за власть. Если ваше число судьбы 22, и вы хотите построить союз с единицей, то такой союз возможен, если вы мирно договоритесь о том, кто за какую сферу отвечает, и ваши лидерские амбиции не будут ежеминутно сталкиваться между собой. Вы способны к сотрудничеству и взаимопониманию, но нужно быть терпимее. Союз с двойкой.
Союз может быть удачен, если вы не будете раздражать некоторое время своего партнера. Ваш партнер будет немного пассивным, что может вас крайне злить и бесить. Вы лидер в этой паре и вполне можете зажечь его своими идеями, воодушевить его и повести за собой. Лучшего помощника в данном случае вам не найти. Союз с тройкой может быть вполне мирным и дружеским, несмотря на огромную разницу ваших интересов. Вашему партнеру требуется гораздо больше общения и разнообразия, чем вам. Предоставьте ему такое право и не пытайтесь его перевоспитать. Союз с четверкой – это отношение двух родственных душ, способных хорошо понять друг друга. Но в этом союзе может не хватить легкости, радости, разнообразия впечатлений и яркости чувств. Скука и рутина может привести к отчуждению. Взаимодействие с пятеркой может быть плодотворным. Партнер найдет вашим идеям оригинальное творческое воплощение, но вы должны взять на себя лидерские функции и постараться принести его к самодисциплине. Для семьи вы слишком разные. Взаимодействие с числом 6. Может быть счастливым, если вы сумеете привлечь партнера на свою сторону и убедить в значимости ваших идей и целей. В противном случае вы разойдетесь, потому что он слишком домашний, а вы устремлены к великим идеям. Взаимодействие с числом 7. Такой союз лишен страсти и ярких переживаний, но может быть отмечен общностью интересов. Генерируйте идеи, осуществляйте великие планы, а партнер обеспечит информационную и интеллектуальную поддержку. Взаимодействие с восьмеркой. Это будет просто подарком судьбы, ведь лучшего партнера в делах, который способен вознести вас обоих на вершины славы и успеха, вам не найти. Личные отношения возможны, но они будут скучны и без ярких эмоций и страстей. Взаимодействие с девяткой может сложиться вполне удачно, если вы возьмете на себя роль лидера и сумеете повести партнера за собой. Вам, безусловно, будет интересна эта творческая натура, а его привлечет ваша внутренняя сила. Взаимодействие с числом 11. Это отношение двух ярких личностей, при встрече которых могут полететь искры. Вместе вы способны на грандиозные свершения, но только если сумеете договориться и поделить сферы влияния и не будете спорить между собой. Взаимодействие с числом 22. Это встреча двух масштабных фигур, каждая из которых наделена огромной силой и влиянием. Все зависит от того, сможете ли вы объединить свою силу и направить ее к общим целям и не пытаться утверждать единоличную власть. Если вам это видео понравилось и вы нашли какие-то интересные совпадения с вашим окружением, пишите комментарии, с какой цифрой вы совпадаете больше всего. Мне будет приятно читать ваши комментарии. Хорошего дня и до новых встреч!